Всем привет! Мы продолжаем серию видео про европейские и псевдоевропейские масла. Сегодня у нас на очереди бренд Eni. Кто делает, где делают, Европа или нет. Меня зовут Антон Воронков, и вы на канале MyGT.ru. В этом видео мы разберем: первое, откуда появился бренд Eni и что интересного с его историей. Второе, на каких заводах и в каких странах производится тот Eni, который мы с вами получаем в России. Третье, стоит ли Eni своих денег. И четвертое, бонусное, как к бренду Eni относится в Японии. Поехали. Вот вы лично знаете про бренд Eni. Что вам приходит в голову, когда вас спрашивают про известные европейские бренды? Это Матюль, Ликимолли, Кастрол, Тоталь, Эльф, но только не Eni. Не в обиду будет людям тем сказано, которые занимаются этим брендом плотно или которые его сами используют. Основная масса покупателей о бренде Eni знает очень мало. Хотя корпорация Eni — это крупнейшая транснациональная нефтедобывающая корпорация, которая занимается добычей нефти, переработкой нефти и производством огромного количества продуктов из нефти, различных абсолютно, не только из нефти, а вообще в принципе энергетикой. Мало того, эта корпорация входит в семерку так называемых Big Oil или Supermajor наравне с ExxonMobil, Total Energies, Royal Dutch Shell, Chevron, ConocoPhillips и BP. Это огромная, крупнейшая транснациональная корпорация. Сразу внесу ясность, чтобы не было у нас недопонимания в дальнейшем по тексту. Есть два бренда – Egypt и Eni. Оба эти бренда сейчас принадлежат корпорации Eni SPA. Два эти бренда существуют параллельно, но когда мы говорим Eni, мы подразумеваем Egypt, когда мы говорим Egypt, подразумеваем Eni. Если упростить и утрировать, то основное количество людей в Европе воспринимает Egypt как топливо, АЗС, заправки и так далее, а бренд Eni как смазочные материалы. Все началось в Италии в 20-е годы, когда была создана государственная компания, она называлась Azienda Generale Italiano Petroli, Egypt сокращенно, тот бренд, который вы наверняка все слышали. Очень важно понимать, что это была именно государственная структура, государственная компания изначально, то есть Италия, как страна, как государство, потратила огромное количество ресурсов и денег для того, чтобы на первоначальном этапе уже создать мощную большую корпорацию, крупную. Я сразу вспоминаю фильм «Бесславные ублюдки». Помните, когда там Брэд Питт пытался по-итальянски разговаривать, так вот примерно у меня то же самое получается. Но посыл вы поняли, да, то есть итальянское государство, правительство решило создать сильную, крупную, изначально сразу нефтяную корпорацию и компанию. Eni, тот бренд, о котором мы с вами говорим сегодня, был создан только в 1953 году. Eni — это сокращение от Ente Nazionale Idrocarburi или Национальная углеводородная компания. И опять же, государство сыграло в создании бренда Eni очень важную главенствующую роль. Egypt компанию объединили с другими компаниями энергетического сектора, итальянскими государственными компаниями также. И в результате этого слияния была создана корпорация Eni. Объединили Egypt со следующими компаниями. Первая — ANIC, которая была создана во время фашистского режима и занималась переработкой нефти и производством топлива. У ANIC к тому времени было два больших химзавода в Тоскане и Апулии, два здоровенных таких завода причем. Второе — это СНАМ, это компания, которая контролировала нефтепроводы по всей Италии, некоторым еще другим странам европейским. И, кстати, СНАМ как компания и бренд до сих пор живет и процветает. Третье — это ИРОМ, это совместное предприятие с англо-иранской нефтяной компанией. О англо-иранской нефтяной компании я вам рассказывал в своем видео о Castrol. Позднее она была переименована в British Petroleum Company, теперешнюю BP. Четвертое — это Stanik, это совместное предприятие со Standard Oil of New Jersey. Да, это именно тот Standard Oil of New Jersey, который позже стал Exxon, а сейчас ExxonMobil. И это я вам перечислил только основных, а было еще очень-очень много других. Видите, как все в мире нефтебизнеса связано между собой, даже такие крупнейшие нефтяные компании, мастодонты из разных стран, они между собой пересекаются, трутся, как-то вливаются, взаимодействуют и так далее. История об этом говорит. Вот все, что мы с вами в предыдущих видео рассмотрели, все говорит о том, что все крупнейшие такие вот самые крупные игроки на рынке нефтебизнеса, они каким-то образом когда-либо с друг другом пересекались по каким-то моментам. В любом случае, потому что нефтяной рынок, он на самом деле для крупных компаний тесен.
Egypt и они теснейшим образом всегда были связаны с историей Италии. Потрясения, спады, падения, кризисы, все, что касалось страны, все перипетии, которые страна за те годы испытывала, все сразу же отражалось и на корпорации. Первым президентом Эни стал Энрико Маттеи. Этот человек как личность оказал огромное влияние на вектор, который выбрала компания по развитию на очень много лет вперед. Они очень много чего строили, они построили гигантскую сеть станций технического обслуживания по стране, причем это не просто были станции техобслуживания, это были комплексы большие, это были СТО, плюс АЗС, плюс кафе, плюс гостиницы. До этого в Италии массово этого никто не делал, это было в новинку, такой вот совокупности комплекс вместе состоящий одной структуры. Это было очень удобно для людей. И это было прям большой шаг вот в развитии, в эволюции этого бизнеса. Корпорация, так как это была государственная корпорация, причем огромная уже в те годы, она занималась очень плотной энергетикой и атомной энергетикой в том числе, как ни странно, и химическая промышленность, они очень сильно помогали, у них есть были заводы, которые делали там из химического сырья и ткани и так далее. То есть это была такая многоцелевая структура огромная, которая много чем занималась. Они построили огромное количество ЗС, они построили трубопроводы. ФРГ трубопровод построили, в Австрии трубопровод построили. Про АЗС, про многочисленные по стране уже там отдельно стоящие я не говорю, это просто было колоссальное количество АЗС на те годы, по крайней мере. Поэтому компания очень сильно развивалась и очень сильно прогрессировала и эволюционировала бизнес, который был связан вот именно с бизнесом АЗС. Только в 1992 году корпорация ЭНИ была реорганизована из государственной в акционерную. Что представляет из себя компания ЭНИ сейчас? Это, конечно, энергетика, все, что с ней связано. В первую очередь, конечно, это возобновляемые источники энергии, это биорефрижераторные заводы, это зеленая энергетика, это фотоэлектрические заводы. И все, что с ними связано, и так далее, и тому подобное. Все, что касается возобновляемых источников энергии, то есть вектор развития четкие. Ну, это неудивительно, потому что сейчас этим болеют все абсолютно. Посмотрите на японский GXTG, NEOS и так далее. То есть все в это уходят постепенно. Что связывает ЭНИ, Egypt и нас, Россию? Ну, во-первых, первые заводы, которые строили ЭНИ, НПЗ в Италии, они все снабжались российской нефтью. И вообще на 1960-х годах Италия это был самый главный для СССР тех времен, самый главный рынок сбыта нефтепродуктов. Самый главный рынок сбыта. К тому же в 1991 году Аджип была первой структурой иностранной, которая в то время еще, скорее всего, это было еще СССР, вот переходный момент как раз был, да, это когда у нас все сломалось. Аджип это была первая корпорация, которая построила свою небольшую, пускай, но все-таки сеть АЗС в России под брендом Аджип. Вы представляете себе, да, 91 год, первая иностранная компания со своими АЗС в России, уже в СССР в России, переходный момент. И я представляю себе удивление наших сограждан, которые видят этот сервис, да, видят эти АЗС после наших АЗС, которые стояли там на отшибах. Вот и выглядели не очень хорошо. Я помню еще наши русские АЗС, которые были вот до всех этих Газпромов и так далее. И вы, наверное, тоже помните, если родились тогда. Поэтому думаю, что не нужно рассказывать о том, что для людей было просто культурным шоком видеть цивилизованные АЗС там, с кафе, с магазинами, объединенные для нас, для россиян. В то время это было реально просто шокирующе. Самое интересное, конечно, для меня в истории компании Aджип и ЭНИ – это их символ. Шестилапый пес, который извергает пламя изо рта. Это, наверное, самый необычный логотип или символ компании, который мне когда-либо в принципе встречался. А все началось в 50-х годах прошлого века, когда все АЗС по Италии Aджип, они были многочисленные, но они были все абсолютно серые, невзрачные, государственные, и надо было с этим что-то делать, потому что в стране начинался экономический бум, послевоенное восстановление, и страна требовала чего-то яркого. Поэтому Aджип решили в 1952 году устроить конкурс. Конкурс на лучший логотип для основных продуктов компании. Это нефть, Супер Корто Маджоре называлась, и природный газ, Aджип газ.
Участники прислали 4000 работ, каждая из которых состояла из 2 рекламных плакатов, 2 логотипов и варианта цветового решения для фирменных АЗС Egypt. Конечно, это все было не бесплатно, естественно. Был хороший призовой фонд. Огнедышащая собака, которая прислана была Джузеппе Гуцци, заняла 2-е место, но приняли именно ее. Почему шестиногая собака, которая изрыгает из пасти пламя? Не забываем, что все дело происходило в Италии, стране людей экспрессивных, и которые любят некоторые даже гротеск. Поэтому основной гипотезой является то, что 6 ног собаки символизируют 2 ноги человека, а 4 колеса автомобиля. А пламя, которое изрыгает собака из своей пасти, огненный союз водителя и его авто. Ну и одновременно еще и нефтяной факел. Такая вот была основная гипотеза. Почему именно собака, не объясняется. У меня есть своя собственная гипотеза, которая мне вот вчера только пришла в голову. Возможно, что жюри зацепила подсознательная любовь итальянцев к столице своей, к Риму. Есть такая легенда о капиталистской волчице. Волчице, которая вскормила в своей груди 2 младенцев. Это Ромул и Рем, будущих основателей Рима. И такая статуя небольшая этой волчицы, она стоит в Пизе, я сам вот лично видел и вспомнил. Совсем маленькая статуя волчицы, которая скармливает грудью 2 младенцев Ромула и Рема. Не знаю, почему не ассоциативно это совпало, и это только лишь моя гипотеза, но тем не менее вот что-то пришло мне это в голову. Еще была гипотеза о связи этого символа с легендой о Нибелунгах, но это вообще уже там издалека. В общем, сам непосредственно символ этой собаки должен был символизировать энергию, прогресс и позитив, который царил в то время в стране, которая интенсивно восстанавливалась в послевоенные годы и была на подъеме. То есть сама идея была именно в оптимизме и в энергии, которая в то время витала в воздухе. Сама собака, кстати, очень сильно терпелась от дизайнеров. Там такой был дизайнер, который ответственный был за все вот эти вот логотипы компании. Боб Нурд его звали, что ли, не помню. В общем, он одно время вообще выдал идею, чтобы разделить все продукты компании, которые выпускаются для автомобилей, от всех продуктов, которые выпускаются не для автомобилей. Потому что дословно он считал, что если логотип будет один, то люди будут ассоциировать те продукты, которые компания делает не для автомобилей, с бензином, и что это дословно будет типа пахнуть все бензином. Поэтому он предложил сначала разделить, сделать 2 бренда разных, но так как собачку все любили и узнавали, то решили этого не делать, а просто маленько ее скорректировали. По-разному это было в разное время. Сначала просто добавили желтый фон, черный такие немножко закругленный квадрат, контур по краям. Потом у собаки немножко сгладили гриву, потому что она была сильно похожа на химеру или на германского грифона. А потом ей маленько увеличили глаза для того, чтобы собака выглядела более дружелюбной, потому что оказалось, что она с прищуром смотрит на вас. Поэтому сделали ее более дружелюбной, поместили вот в этот желтый квадрат с черным периметром. И этот бренд мы знаем, с вами узнаем до сих пор. И, кстати, реального создателя логотипа выяснили только через 30 лет. Им был Луиджи Броджин, а не тот человек, который прислал логотип на конкурс. В этом признался сын этого человека. Луиджи Броджин к тому времени был уже мертв. Вот очень такая темная история. И, кстати, этот Луиджи Броджин, он был скульптором, что частично подтверждает мою гипотезу о капиталистской волчице, потому что там тоже скульптура такая небольшая. Вопрос номер 2. На каких заводах и в каких странах производится тот ЭНИ, который мы с вами получаем в России? Ну, вы, наверное, понимаете, да, что у ЭНИ с НПЗ все в порядке, тем более с НПЗ огромным полного цикла. Они находятся у них в Европе, в Северной Америке, в Африке, на Дальнем Востоке есть. А основных НПЗ 8 крупнейших. Тот продукт, который производится для России, который мы с вами получаем у нас в России, делают на 4 заводах. Это завод в Германии, завод в Италии, завод в Испании и завод в Голландии. Для того, чтобы вы поняли весь размах корпорации, насколько
крупные и большие заводы находятся в своей собственности, давайте, как обычно, проведем для наглядности специальный графический эксперимент. Возьмем один завод. Это завод в Италии, завод в Ливорно находится. Как всегда, я говорю, что все познается в сравнении. Давайте отметим границы завода красной линией и разместим на этой площади НПЗ, нефтеперерабатывающие заводы некоторых известных всем вам брендов. Конечно же, я буду соблюдать масштаб. Поехали. Вот мы размещаем на этой территории НПЗ «Одинол», на котором производится весь одинол для Европы и России. Рядом с ним мы размещаем НПЗ «Матюль», который находится во Франции. Именно на нем производится основную массу продуктов для России и частично для Европы. Рядом с ними мы размещаем НПЗ «Мегуин» в Германии. Здесь производят все ликимоли и весь мегуин для Европы и России. Рядом с ними встанет еще НПЗ «Эрис Enterprise» в Нидерландах, о котором я уже рассказывал. Здесь производят все Нести и весь лавалин для России и Европы. Весь Нести и весь лавалин. Ну, в общем, ситуацию вы поняли. На территории только одного из НПЗ, которые принадлежат Eni, можно смело расположить из десяток блендерных НПЗ, бренды которых вы покупаете у нас в России. Это Ликимоли, Матюль и так далее. Еще и там влезут все остальные. Почему же тогда Eni, моторные масла трансмиссионные, не продаются на каждом углу? Почему их нет там в любом магазине, ни в Европе, ни по миру, и вообще, в принципе, они мало представлены? Ответ на самом деле очень прост и логичен, ничего такого хитрого здесь нет, потому что бизнес-портфеле корпорации Eni моторные масла, как направление, это мизерная доля. Я думаю, что это 100 или 90 позиция в рейтинге того, на что они тратят свои ресурсы, там, маркетинг и так далее. Корпорация занимается совсем другим. Она занимается энергетикой в большом смысле этого слова. То есть она занимается возобновляемой энергией, там, фотоэлементами, химической промышленностью, всем чем угодно, но только не моторными маслами, которые покупают конечные потребители. Хотя Eni это компания семерки Big Oil, да, а вы все знаете прекрасно, что и ExxonMobil, там, и Royal Dutch Shell, они шевелят свои бренды, да, они как-то развивают их, и конечные тоже продукты продают везде, моторные масла, и везде, там, кучу везде, по всему миру, встретить можно в любом уголке мира Mobil абсолютно. Да, они занимаются, но у Eni маленько другая стратегия, они считают, что перспективные направления развития другие. Поэтому моторные масла, трансмиссионные масла, то есть все то, о чем я вам рассказываю, что нам интересно как покупателям, для Eni представляет очень слабую ценность. И со всего этого они зарабатывают мизер. Я думаю, что весь бюджет, тот, который направлен на маркетинг, связанный с моторными маслами, трансмиссионными и так далее, он равен примерно тому же бюджету, который компания тратит на там, поддержание жизнедеятельности столовой для рабочих своих. Ну, я утрирую, конечно, шучу, в принципе, вы посыл поняли, да, то есть для Eni это не сильно интересно, хотя ее коллеги по семерке, да, они как-то по-другому к этому относятся, но, к сожалению, это так. Третье, стоит ли продукция Eni своих денег? Для начала давайте, как обычно, зайдем на европейские форумы. Сначала на италоязычные, это будет у нас или Quattro Road, очень популярный в Италии форум, на котором обсуждается очень часто. Там конструктивная в основном критика, все, в общем, в пределах разумного, никакого негатива по отношению к Eni нет. Больше позитивные отзывы, либо нейтральные. Можно зайти на Motor1 посмотреть, там та же самая картина, абсолютно основное количество отзывов, либо позитивные, либо конструктивные какие-то. Никакого негатива вообще нет, там вот на Motor1, по крайней мере. Можно зайти на сайт, на форум немецкоязычный Motor Talk, о котором я вам 100 раз уже рассказывал по отношению к другим брендам. Та же самая картина. Отзывов не так много, но они все конструктивные, либо позитивные в основной массе. В общем, картина такова, то есть Eni встречается в Европе во многих странах, оно там присутствует, но, конечно же, это совсем не большое количество. Также Eni можно встретить абсолютно по всему миру. Почему? Потому что корпорация транснациональная. Она присутствует и ведет свою деятельность в разных странах мира. Я думаю, что там больше 80 стран разных.
Причем она не просто там для галочки присутствует, она там ведет деятельность, продает нефтепродукты свои, энергетические какие-то ведет компании, там, участвует в добыче и так далее. То есть она ведет там деятельность, потому что многие блендеры там кичатся тем, что они там поставляют 200 стран мира, на самом деле поставляют по 3 банки там, в год кому-то в дальние, отдаленные страны, а они, эта компания, она, которая деятельность ведет в этих странах. Соответственно, каким-то образом она возит и свои продукты частично, да. Поэтому Эни можно встретить в каких-то уголках мира совсем удаленных, абсолютно неожиданно совсем. Вот, и в этом странного ничего нет. Конечно же, по соотношению представленности там Эни к Мобилу, к Астролу, к Шеллу, тут даже никакой речи не идет, естественно, да. То есть этот бренд Эни, он настолько меньше представлен в мировом масштабе, что даже и говорить не стоит. Хотя эта компания не входит в семерку этих же своих собратьев, коллег по цеху. Давайте подведем итог. Сначала плюсы коротко, потом минусы коротко, потом небольшое резюме. Плюсы. Первое. Эни – это крупнейшая нефтеперерабатывающая корпорация, которая добывает нефть, перерабатывает нефть и производит из собственного сырья те продукты, которые попадают потом в итоге к вам в руки. Второе. Все продукты, которые производятся корпорацией Эни, производятся действительно в Европе и приходят к нам в Россию по официальным белым схемам. Никаких мутных блендерных схем. Все четко и понятно, откуда пришло, кто сделал. Везде стоят свои артикулы на каждой банке того завода, который произвел. Это будет в описании к этому видео, расшифровки тех артикулов, которые относятся к определенным заводам. Третье. В свободном доступе всегда есть МСДС, СДС, паспорта химической безопасности продукта на любой продукт Эни. Вы можете их скачать, посмотреть, изучить и так далее. Чего нельзя сказать от некоторых брендов, о которых с вами говорили в предыдущих наших видео. Это огромный плюс. Четвертое. В связи с тем, что бренд не очень популярен в России, мало представлен, то, соответственно, никаких подделок по этому бренду нет. И в ближайшем обозримом будущем, думаю, что и не будет у нас в России подделок под бренд Эни. Можно смело его покупать. Минусы. Первое. Слишком бюджетная тара. Да, тара очень простая. Я на русских форумах читал очень много постов о том, что люди купили Эни или Джип раньше и воспринимают его как фальсификат. То есть как бы думают, что они купили поддельный продукт. Потому что банки плохие, очень все дешево сделано, там облой вылазит везде на спайках, там наклейки отклеиваются и так далее. Нет, это нормальное явление абсолютно, вы купили все оригинальные продукты, просто у Эни такая вот политика, да, они не тратят деньги на мишуру, на хорошие банки. Вот эта банка, что за мной крутится, да, она, кстати, сделана вполне нормально. Очень просто, да, согласен, как бы, но ничего лишнего, все вполне в рамках европейских стандартов. Ну, конечно, да, если сравнивать с блендерными брендами, которые мы покупаем с вами все массово, это и Ликимоли, там, и Равинол, те бренды, которые в основной своей массе заточены под экспорт. Они в Европе тоже продаются, но в основной массе они заточены под экспорт. Эти бренды блендерные, которые супер защищают свои банки, тару свою, например, там, Равинол, да, мы с вами говорили в предыдущем видео о нем, они все поставляют эти продукты в Россию массово. И люди в России, перепуганные до смерти подделками и правильно перепуганные на самом деле, они воспринимают все это хорошо, потому что они видят, что там тара защищена максимально, да, нет возможности подделывать, все хорошо. У Эни такой цели нет. Во-первых, они очень мало продают в Россию товаров, и поэтому маркетинг европейский, продажи в Европе и продажи в России – это вообще две разные вещи. В Европе нет такой ситуации с подделками практически нигде, только вот у нас, в нашей родной стране. Вот. А второй минус – это малая представленность бренда по стране. То есть, если вы купили, например, 4-литровую тару Эни в Москве, залили ее, приехали в Екатеринбург, и вполне реально, что вы не найдете в магазинах доливки, потому что ее может там не быть. Третье – это очень слабая маркетинговая поддержка бренда по России. Малая представленность СМИ, там, мало рекламы, мало рассказов о бренде, статей и так далее. На мой взгляд, представленность этого бренда и его маркетинговая поддержка в России оставляет желать лучшего. Хотя они пытаются что-то делать, конечно, не без этого, естественно, но, тем не менее, получается это как бы пока что слабо.
Надеюсь, что это исправится со временем. Стоит ли покупать ЭНИ, решать только вам. Я рассказал вам все, что мог. Конечно же, история бренда ЭНИ и Эджип, она более глобальная, но чтобы рассказать вам все, потребуется мне несколько недель и несколько серий. И никому это не нужно на самом деле будет. Основную историю я вам рассказал. Все, что касалось интересных фактов, мы с вами пробежались. Поэтому решайте сами. По крайней мере, ЭНИ заслуживает внимания уже за то, что это крупная компания, большая, с собственной нефтью, собственным производством и собственными НПЗ. С прозрачной историей, с прозрачными поставками в Россию. Все прозрачно и понятно, откуда, зачем, кто, когда и почему. На самом деле сейчас, в нашу эпоху и в наше время, это не так часто можно увидеть. Поэтому уже заодно это ЭНИ можно уважать как бренд. Бонус. Как к бренду ЭНИ относится в Японии? В Японии ЭНИ практически не представлен. Сами японцы о нем очень мало знают. Когда-то давно был Эджип, представлен в автобаксе двухтактные и четырехтактные масла, но это было уже 100 лет назад. Сейчас в крупных сетевых магазинах ЭНИ нету, то есть ни в автобаксе, ни Yellow Hat, ни Абгараж, ни Джеймс Каррет в сети нету, ЭНИ не продается. Соответственно, сами японцы могут купить его только через интернет-магазин. Ну, естественно, это не очень популярный бренд, само собой разумеется. Можно сказать, что совсем не популярный, и о нем очень мало из японцев кто знает. С вами был Антон Воронков. Надеюсь, это видео стало для вас полезным и интересным. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчики. Всем пока.